Савелий Петрович задумчиво смотрел в одну точку на потолке, находясь в камере следственного изолятора. Наступал последний день перед этапом в исправительную колонию. Он до последнего надеялся на условное наказание, но благодаря стараниям отца одного богатенького бездельника, седой, 76-летний дед получил реальный срок — целый год за решеткой. Дожил. Под старость лет вместо санаториев и прогулок на свежем воздухе нары и похлебка. С горечью думал Савелий. Когда-то он представлял себе старость иначе. Тихие вечера с книгой, запах свежескошенной травы, разговоры на скамейке возле дома. Но судьба распорядилась иначе. Жалеть о содеянном он не собирался, совесть его была чиста. Размышление прервал сосед по камере. «Савелий, а тебя-то за что сюда?» «Превышение самообороны», — спокойно ответил он. «Прямо под окнами моего дома 3 подвыпивших мужиков на девчонку набросились. Кричала она, умоляла, а эти звери платье стаскивать начали. Ну, я и не стерпел. Взял ружье охотничье. Хотел только припугнуть. Да как на грех, не заметил, что патроны в стволе. Выстрел грянул. 2 разбежались, а 3 остался на земле корчиться. В ногу ему попал. А как понял, то сразу его в больницу отвез. А он оказался не простым, а сынком богатого папаши. Вот тот и добился, чтобы меня по полной на зону отправили. Ну, держись, Савелий. На зоне тяжко тебе придется, особенно старику, да еще и не из сидевших. Там таких не любят. Так оно и вышло. Настоящие мучения начались, едва Савелий Петрович переступил порог камеры в колонии. Увидев свободную койку, он хотел прилечь. Голова раскалывалась после всего пережитого. Но тут из глубины камеры раздался резкий голос. «Куда сел, старый? Вставай живо!» «Вы мне приказываете?» Спокойно переспросил Савелий, не испугавшись. Когда-то он служил в Афганистане, видел всякое. Смерть не пугала, но силы уже оставляли. Старость — не радость. Перед ним предстал молодой, высокий, плечистый уголовник с колючим взглядом и телом, испещренным татуировками. Это был Павел Игнатов, которого все здесь звали Игнат. «Думаешь, я не знаю, за что ты сел? Я про всех здесь все узнаю. Ты же моего братца Артемку почти в могилу отправил. Теперь я тебе жизнь испорчу. А твоему братцу так и надо», — прямо сказал Савелий, глядя в глаза, «чтобы знал, что к девушкам с грязными лапами подходить нельзя». Игнат взвился. «Да я тебя сейчас самого прибью!» Но дверь резко отворилась, вошел надзиратель. «Игнатов, прекрати немедленно, еще одно нарушение, и новый срок получишь». Игнат тут же отступил, но едва дверь снова захлопнулась, подскочил к Савелию и прошипел. «Все равно свое возьму. Не уйдешь от меня, старый». В ту ночь, впервые за весь день положив голову на подушку, Савелий Петрович почувствовал, как по щекам текут слезы. Он, никогда не позволявший себе слабости, не плакавший даже на похоронах жены и дочери, сейчас рыдал от бессилия и отчаяния. Тюремная тьма давила на него, а где-то в глубине души звучал один единственный вопрос — «За что?». Единственной, отдушиной были письма от Елены, той самой девчонки, что он спас. Она выросла в детдоме, всю жизнь мечтала о семье. Строчки ее писем он знал наизусть. «Здравствуйте, Савелий Петрович. Как вы там, родной? Чувствую тяжело, но я счастлива, что вы есть. Держитесь, я вас жду. Люблю и скучаю. Ваша Елена». Он перечитывал их по вечерам, шепотом, словно молитву. Эти слова согревали его душу даже среди холодных стен. Он представлял, как Елена идет по улице, держит в руках книги, улыбается. «Живи, девочка, живи за нас обоих», — шептал он. Жизнь в колонии становилась все тяжелее. Игнат насмехался над ним при каждом удобном случае, забирал еду, обливал баландой, унижал при всех.
Надзиратели закрывали глаза. Игнат сидел по блату, взяв чужую вину на себя за деньги. Каждый день для Савелия был испытанием. Холод в камере, голодный желудок, спина, ломившая после нар. Но он держался. Ради Елены. Она стала ему как внучка, как последний лучик света, пробивающийся сквозь колючую проволоку. Однажды в промзоне, где заключенные таскали мешки с цементом, случилось происшествие. Старая балка, подгнившая от сырости, треснула и обрушилась вниз. Все бросились в стороны, но Игнат оказался прямо под ней. Савелий не думал. Только почувствовал то же самое, что когда-то в Афгане. Секунды решают. Он рванул вперед, толкнул Игната в бок, а сам оказался под ударом. Балка задела плечо и бок, сбила с ног, дыхание перехватило. Игнат, ошеломленный, глядел на него широко раскрытыми глазами. Ничего не сказал. Только подполз, помог выбраться из-под обломков. Надзиратели подняли шум, притащили носилки. Неделю он пробыл в больнице, словно в раю. Белые простыни, тишина, человеческое слово — все это казалось ему роскошью. Тогда пришло новое письмо от Елены. «Дорогой Савелий Петрович, мне разрешили приехать к вам на свидание. Пусть всего 10 минут, но я дождусь. Люблю, Елена». Эти слова придали сил. Встреча действительно состоялась. Девчонка кинулась ему на шею, назвала дедушкой, заплакала. 10 минут пролетели как миг. Но для Савелия они были дороже целой жизни. На следующий день Савелия вызвали к начальнику колонии. Седовласый подполковник сказал: «Ваше дело пересмотрено. Срок сокращен до 6 месяцев. Вы его уже отбили. Завтра будете на свободе». И передал конверт. Внутри было письмо. «Здравствуйте, Савелий Петрович. Это Павел Игнатов. Если вы читаете, значит, вас освободили. Благодарю за то, что спасли мне жизнь. Прошу простить за то, как я обращался с вами. Отец того самого Артема, из-за которого вы сели, угрожал моей семье. Простите, если сможете». Игнат. Слезы подступили к глазам Савелия. Он прошептал: «Прощаю тебя, сынок». Когда за его спиной захлопнулись ворота колонии, Савелий вдохнул полной грудью свежий воздух. А навстречу бежала Елена. Запоздала, но все равно успела. Они обнялись крепко, как никогда. Савелий был окрылен. Жизнь продолжалась, и он верил. Теперь все будет хорошо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.